Приветствую вас на моем канале «Политическое обозрение». Итак, помчались. Интересно, как долго люди не будут задаваться вопросом, почему мы должны платить буквально за каждый вздох, а паразиты, сидящие в парламенте, Совете Федерации и в правительстве, а также этот чувак, которого не выдерешь из Кремля, ни черта не делая, должны иметь все, что душа пожелает. Кто-то отдает себе отчет в том, что Путин летает за наш счет в тайгу справить свой день рождения. Я надеюсь, люди молчат об этом, потому что это вполне нормальная практика. И в принципе 10 из 8 делают то же самое. Может, я чего-то не знаю, а все давно используют эту льготу и гоняют на самолетах, вертолетах, кортежах в экзотические места, чтобы отпраздновать свой день рождения. И все это за госсчет. Кто-нибудь смотрит безразлично на то, как вор спокойно, без суеты, роется в вашем бумажнике, забирая оттуда львиную долю средств? Нет? Так почему же граждане позволяют и не предпринимают никаких действий против того, что то же самое делают с их кошельками Путин и вся его грабительская кодла, жулья и варья? Пора поднять эту тему в обществе и взять под контроль зарплату чиновников всех веток власти, включая Путина. Зарплата для которого в 60 тысяч рублей будет более чем достаточно, учитывая то, что он является самым привилегированным льготником и живет в большей мере за госсчет. Также коммуналка, налоги, кредиты и другое пусть оплачивает из зарплаты, как и все остальные его сограждане. Помимо прочего, походы в магазин, библиотеку, театр должны осуществляться за свой счет и без использования служебного транспорта. В противном случае за подобные преступления должно следовать соответствующее наказание. Хочет Путин день рождения в тайге? Пожалуйста. Накопил за годик денег и вперед на кровные. На все 4 стороны. Хочешь на индивидуальном самолете? Вперед в банк за кредитом и с катертью дорога. Также все налоги, все сделки, все действия личного характера должны осуществляться за свой счет. Поэтому бесконтрольных запусканий потных рук в карман к согражданам больше не должно производиться. После того, как в этой области будет наведен порядок, надо ребят попросить, чтобы на вертолете облетели, посмотрели, как горит там или нет. Мы высоко над облаками, намного выше облаков. Все, облака, мы выше облаков забрались. красота. Забрались за облака. Интересно, захочет узурпатор Путин обнуляться и продлевать пребывание у власти до смерти? Что касается другой паразитирующей группы приспособленцев. К ним относятся помимо Путина министры, Совет Федерации, Нижняя палата парламента, бывший Конституционный суд с выжившим из ума Зорькиным и остальные чиновники всех мастей. Вся эта группа лиц, которые для себя давно решили, что страна и все ее блага должны принадлежать только им, а остальные существуют здесь лишь для того, чтобы поддерживать коммуникации и инфраструктуру, которая необходима паразитам для их комфортной жизни. Ну вот в чем вопрос. Если бандитские режимы, кои существуют в тираниях и диктатах, творят все это, не прикрывая свои корыстные интересы, почему находятся те, которые, являясь кормовой базой, при этом восхваляют своих жестких тиранов и рабовладельцев? Ответ прост. Большие запросы, но полное отсутствие воли к достижению желаемого. Поэтому, слушая увещевания тиранов, что надо потерпеть и все получат, они легко, идя у них на поводу, хвалят своих мучителей и убеждают других верить в ложь, которая столь же очевидна, как и история, в которой ни одно обещание подобных маньяков-узурпаторов не было реализовано. Вместо этого легковерные шли первыми на заклание, причем до последнего веря в своего кровавого тирана. Теперь вернемся к паразитирующему на обществе классу эксплуататоров, называющих себя слугами народными, и врущие, что трудятся ради них, как рабы на галерах, пожирая при этом тонны черной икры, смахивающих со стола лобстеров под предлогом «недоволен» тем, что он недоварен, и отмечающие дни рождения в тайге, отдыхая и наслаждаясь жизнью исключительно за чужие. Мы высоко над облаками, намного выше облаков. Все, облака, мы выше облаков забрались. Красота. Забрались за облака. Также, не задумываясь, покупают себе часы стоимостью от 10 миллионов рублей, автомобили люксовых моделей стоимостью от 11 миллионов рублей, обзаводятся недвижимостью общей площадью от 500 квадратных метров,
и стоимостью от 400 миллионов рублей. И это из скромности взят самый нижний предел их беспредельной наглости. Надо заметить, что такой коррупции и вседозволенности, как при Путине, нет даже в самых отсталых странах Африки, Индонезии и Латинской Америки. Им миллионы, а вам 450 тысяч за 9 месяцев тягот, связанных с беременностью, и взятие на баланс ребенка до конца жизни с учетом внуков. А халявщик-депутат, который читать-то бегло не умеет, не то что законы формулировать, получает за ничего не делание 500 тысяч в месяц. Вот вам и социальная справедливость по-путински. И при этом многие еще приговаривают, если не Путин, то кто? По мне так мамочка за ребенка 10 миллионов должна получать. А депутат пусть для нее в магазин за молоком бегает, хоть какая-то польза будет. Теперь вернемся к нашим баранам, то есть паразитам. Другими словами, к чиновникам всех мастёх. Итак, Путин ВВ. Зарплата 60 тысяч рублей, транспорт и льготы только по работе. Остальное все за свой счет. За работу сверх нормы, оплата сверхурочными. Что касается пенсии, то здесь особых различий с согражданами быть не должно, поэтому пенсия должна составлять не более трети от получаемой зарплаты. Остальные паразитирующие группы граждан, начиная с министров, парламентариев, мелких региональных чиновников, оплата труда должна быть сдельная и не должна превышать зарплату остальных граждан более чем на 15%. Сколько произвел полезных калорий для общества, потратив на это определенное количество времени, столько и получил. Только при таком подходе мы начнем замечать, что некоторые, кому нужно побольше, действительно пашут как рабы на галерах. Вот при каком подходе мы получим от чиновников максимум производительности. Ведь они обществу для того и нужны, чтобы работать и улучшать, а не воровать и паразитировать. Также, прежде чем воплощать подобные замыслы, должен быть наведен порядок в законодательстве, где четко будет прописана норма о неотвратимости наказания за казнократство и использование служебного положения. Чиновник должен знать одно – ты пришел работать на благо общества. Поэтому исполняй свои обязанности со всей ответственностью и полной отдачей. А иначе стране придется взяться за твое воспитание и научить тебя нести ответственность за свои деяния. Не хочешь трудиться на общество, а хочешь на себя, иди в бизнес и работай на здоровье. Вот при таком подходе тогда не будет вопиющей несправедливости и такого колоссального разрыва между богатыми и бедными, который стараниями Путина на сегодняшний день является нормой. При этом этот сумасшедший продолжает врать про благополучие нации и развитие России, прекрасно понимая, что при нем этого не случится уже никогда. А тем временем, пока легковерные и причесанные ждут обещанного, пуская слюну замечтавшейся несбыточном, Путин и его банда продолжают паразитировать и обдирать всех до последней нитки, штампуя разного рода платежки, штрафы, пени и так далее, ляпая их на всех и каждого. Чтобы странами не управляли безумцы, подобные Путину, Мы высоко над облаками. Намного выше облаков. Все. Облака. Мы выше облаков забрались. красота. Да. Забрались за облака. Власть должна меняться регулярно, а выборы должны быть конкурентными и прозрачными. И побеждать на них должны сильнейшие, как в спорте. Спасибо за внимание и удачи, а также не забывайте писать комментарии и подписываться на канал. До встречи!